Под песками Сахары скрыт целый мир. Реки, озера, джунгли и следы цивилизаций, которые исчезли задолго до египетских фараонов. Спутниковые радары НАСА пробили сквозь толщу песка и обнаружили русло рек шириной с Амазонку, а британские геологи нашли под дюнами останки существ, которые жили в густых тропических лесах, там, где сегодня нет ни капли воды. Но самое невероятное, исследователи говорят, что это не просто скрытый ландшафт, а фактически 8-й континент, который существовал параллельно с известными нам цивилизациями и внезапно был погребен под миллиардами тонн песка за срок, который по меркам геологии равен одному мгновению. В 1981-м радар космического шаттла «Колумбия» сделал снимки, которые немедленно засекретили. Под поверхностью Сахары на глубине от 1 до 50 метров приборы зафиксировали разветвленную сеть русел, не маленьких ручьев, а полноценных рек шириной от 2 до 5 километров. Ученые назвали эту систему подземным Нилом, хотя по масштабу она превосходила Нил в несколько раз. Сеть тянулась от Атлантического побережья до границ современного Судана. Расстояние больше 5000 километров. Геолог Фарук Эльбас из Бостонского университета, изучавший эти снимки, заявил прямо: то, что находится под песком Сахары, по площади сопоставимо с Австралией. Он не использовал слово «континент» публично, но в закрытых научных докладах именно этот термин фигурировал как рабочее определение. Площадь скрытого ландшафта около 8 миллионов квадратных километров, что превышает территорию всей Западной Европы. Когда в 2008-м британские геологи пробурили скважину в центральной части Ливийской пустыни, на глубине 30 метров они извлекли образцы торфа и остатки корневой системы деревьев. Радиоуглеродный анализ показал возраст около 10 тысяч лет. Это означало одно: 10 тысяч лет назад на месте одной из самых безжизненных пустынь планеты стоял густой лес. Не редкая саванна, именно лес с влажной почвой и торфяными отложениями. В 2012-м египетские археологи в районе Фаюмской впадины наткнулись на окаменевшие останки крокодилов, черепах и рыб прямо в толще песчаных дюн, без какой-либо связи с современными водоемами. Возраст костей от 8 до 12 тысяч лет. Рядом нашли каменные орудия труда. Скребки, наконечники, зернотерки. Люди жили здесь оседло, охотились на крупных животных и, судя по зернотеркам, занимались земледелием. Немецкий геолог Штефан Кремер в 2016-м опубликовал исследование, в котором собрал данные из 47 буровых скважин по всей Сахаре. Вывод был однозначным. Под песком существует единый водоносный горизонт объемом около 30 тысяч кубических километров пресной воды. Это в 10 раз больше объема Великих озер Северной Америки вместе взятых. Вода накапливалась тысячелетиями, когда над этой территорией шли дожди. Сегодня она неподвижно лежит под слоем песка и практически не восполняется. Но самый неожиданный факт пришел не от геологов, а от климатологов. Анализ кернов льда из Гренландии и Антарктиды показал, примерно 11 тысяч лет назад Сахара получала столько же осадков, сколько сегодня получает Центральная Африка. Это называют африканским влажным периодом или зеленой Сахарой. Тогда здесь текли реки, стояли озера размером со современные моря, а животный мир не уступал сегодняшней Кении. Жирафы, слоны, бегемоты, буйволы паслись там, где сейчас нет ничего, кроме раскаленного камня и песка. Переход от зеленого рая к мертвой пустыне занял, по расчетам ученых, не тысячи лет, а несколько столетий. Некоторые данные указывают на срок в 100-200 лет. По геологическим меркам это мгновение. Целый континентальный биом исчез так быстро, что народы, населявшие его, физически не успели адаптироваться. Да, они бежали к Нилу, к Средиземному морю, на юг. Именно этот исход, по мнению ряда исследователей, дал толчок к возникновению египетской цивилизации. Тысячи людей, умевших строить, выращивать зерно и управлять водой, одновременно оказались на берегах Нила. В 1933-м итальянский летчик Пьетро Ладзари выполнял разведывательный полет над Ливийской пустыней и случайно отклонился от курса. Под крылом самолета он увидел то, чего не должно было существовать. Правильные геометрические контуры прямо на поверхности скал, частично засыпанные песком. Ладзари сделал несколько кругов, зарисовал координаты и доложил командованию. Его рапорт пролежал в архивах итальянских ВВС больше 40 лет, пока французский антрополог Анри Лот не поднял эту тему публично. Лот добрался до тех скал в 1956-м. Это плато Тассили-Наджер на территории современного Алжира. То, что он увидел, перевернуло его представление об истории Африки. На площади около 72 тысяч квадратных километров скальные поверхности были покрыты рисунками.
Не отдельными изображениями, сплошным слоем росписей, уходящих под навесы, в расщелины, на потолки пещер. Лот провел здесь 1,5 года, скопировал около 8000 изображений и опубликовал результаты в 58-м. Научный мир отреагировал сдержанно, слишком невероятными казались выводы. На рисунках были изображены бегемоты в воде, крокодилы, слоны, носороги, жирафы. Рядом ряд люди, которые охотятся, пасут скот, танцуют, занимаются земледелием. Некоторые сцены показывали лодки на реках в центре Сахары. Датировка самых древних рисунков дала результат около 12 тысяч лет. Самые поздние, примерно 3000 лет назад. Это значит, что люди жили здесь непрерывно на протяжении 9000 лет. И все это время вокруг была вода и живая природа. В 2002-м итальянские исследователи под руководством Джанкарло Доди обнаружили в центре Сахары, в районе Феццана на юге Ливии, следы озерной системы. Не одного озера, а цепи из 12 крупных водоемов, соединенных каналами. Общая площадь водной поверхности в период максимального наполнения составляла около 150 тысяч квадратных километров, примерно как современное Каспийское море. На берегах этих озер геологи нашли отложения диатомовых водорослей толщиной до 8 метров. 8 метров – это тысячелетие непрерывного биологически активного существования водоемов. Рядом с бывшими берегами этих озер археологи собрали более 3000 каменных артефактов. Рыболовные грузила, остатки плетеных корзин в виде отпечатков на засохшей глине, фрагменты керамики. Керамика датирована 9000 лет. Это делает ее одной из древнейших на африканском континенте. Люди, которые ее делали, не были кочевниками. Оседлое население с развитыми ремеслами жило на берегах этих озер сотни поколений. Самая неудобная находка для официальной истории была сделана в 1974 в районе Напта-Плая на юге Египта. Там обнаружили каменный круг диаметром около 4 метров, выложенный из вертикально поставленных плит. Астрономический анализ показал, камни выровнены по точкам восхода солнца в день летнего солнцестояния. Возраст конструкции около 7000 лет. Стоунхендж моложе на 2000 лет. Люди, построившие этот круг посреди Сахары, понимали движение небесных тел и умели фиксировать астрономические события в камне задолго до того, как египтяне начали строить первые пирамиды. Все эти находки объединяет одно. Они появились в разных точках Сахары в разное время, разными исследователями. И каждый раз указывали на одно и то же. Под песком скрыта не просто другая эпоха, а другой мир с реками, озерами, городами, астрономами и земледельцами. Мир, который не вписывается в привычную хронологию цивилизации, потому что он существовал раньше всех известных нам культур и исчез так внезапно, что почти не оставил следов на поверхности. В 2009-м японский спутник дистанционного зондирования зафиксировал под песками Сахары аномалию, которую операторы поначалу приняли за сбой аппаратуры. На глубине от 10 до 40 метров радар отразил структуры с правильными прямыми углами. Не природные образования, а именно прямые углы и параллельные линии, уходящие на несколько километров. Координаты передали египетским властям. Египетское министерство древности отправило группу геофизиков с наземными радарами. Результат подтвердился. Под песком находились стены. Не одна стена, целая сеть стен, образующих прямоугольные контуры площадью около 2 квадратных километров. Раскопки начались в 2011-м, но были прерваны политическими событиями в Египте. Когда работы возобновили в 2014-м, первые же шурфы вскрыли кладку из необожженного кирпича – сырца. Возраст кирпича по термолюминесцентному анализу составил около 8000 лет. Это на 3000 лет старше первых египетских городов на Ниле. Руководитель раскопок, профессор Халед Абдель-Азиз, публично заявил, что они обнаружили поселение, которое не вписывается ни в одну известную классификацию ранних культур Северной Африки. Параллельно в Чаде работала французская экспедиция. В районе впадины Баделя, места, где сегодня находится самый активный источник пыли на планете, геологи бурили скважины для изучения донных отложений бывшего озера Мегачад. В свое время это озеро занимало площадь около 400 тысяч квадратных километров. Больше, чем Каспийское море. На глубине 22 метров французы подняли слой, который заставил их остановить бурение и перепроверить оборудование. В образце находились пыльца культурных растений, фрагменты обугленной древесины и микроскопические частицы обожженной глины, следы керамического производства. Возраст слоя 11 тысяч лет. Это означало, что на берегах Мегачада люди занимались земледелием и гончарным делом за 8 тысяч лет до появления первых письменных цивилизаций. Французский палеоклиматолог Мишель Брюне, известный прежде всего открытием черепа древнейшего предка человека в Чаде, назвал эти данные переписыванием учебников. По его словам, Сахара в тот период была не просто пригодна для жизни, она была одним из самых плотно заселенных регионов планеты.
В 2017-м американский антрополог Пол Сирено из Чикагского университета опубликовал итоги многолетней работы в Нигере. В районе Гоберо его команда нашла два отдельных кладбища, разделенных по времени примерно на 5000 лет. Первое относилось к периоду около 10 тысяч лет назад, второе — к периоду около 5000 лет назад. На обоих кладбищах тела были захоронены в позах, указывающих на ритуальное погребение. Некоторые скелеты лежали обнявшись, рядом с ними находились украшения из рыбьих костей и речных раковин. Речных в центре Нигера. Сирено насчитал около 200 захоронений и заявил, что это крупнейший доисторический некрополь Африки. Анализ костей показал, люди первого периода были высокорослыми, хорошо сложенными, питались рыбой, моллюсками и мясом крупных животных. Никаких следов хронического голода или болезней, характерных для кочевых народов засушливых зон. Это было здоровое, сытое, оседлое население. Люди второго периода более мелкие, с признаками периодического голодания. За 5000 лет климат изменился настолько, что изменил физиологию людей, живших на одном месте. Но окончательно представление ученых перевернул анализ ДНК, проведенный в 2019-м международной группой генетиков. Они исследовали останки из захоронений по всей Сахаре и обнаружили, древнее население этого региона генетически отличалось от всех современных африканских народов и не являлось прямым предком ни одной из ныне живущих этнических групп. Это была отдельная человеческая популяция, которая сформировалась в изоляции, достигла демографического расцвета и исчезла. Не растворилась в других народах, не мигрировала массово. Именно исчезла, оставив минимальный генетический след в современном населении Земли. В 2015-м ливийские нефтяники бурили разведочную скважину в районе Куфры на юго-востоке страны. На глубине 118 метров бур провалился в пустоту. Давление в скважине резко упало, и из отверстия пошел воздух с запахом влаги. Геологи опустили камеру на кабели и увидели на мониторе то, что не могли объяснить несколько часов. Огромный подземный зал с потолком высотой около 20 метров и полом, покрытым слоем воды. Боковые стены уходили в темноту за пределы досягаемости камеры. Компания засекретила находку и продолжила бурение в другом месте. Информация утекла через одного из геологов экспедиции 3 года спустя. Это не единственный случай. В 1999-м алжирские горные инженеры при прокладке дороги в районе Ахагара взорвали скальный выступ и вскрыли систему пещер протяженностью, по первоначальным оценкам, более 80 километров. Внутри обнаружили сталактиты и сталагмиты, образования, которые формируются только при постоянной капельной влаге на протяжении тысячелетий. В абсолютно сухой пустыне под землей шел медленный водный процесс. На стенах части пещер сохранились следы копоти. Кто-то жег здесь огонь. Археологическая экспедиция, направленная туда в 2003-м, нашла фрагменты костей животных и обломки керамики возрастом около 6000 лет. Подземная система Сахары оказалась значительно масштабнее, чем предполагали даже самые смелые оценки. В 2021-м международная группа гидрогеологов опубликовала сводную карту водоносных горизонтов под Африкой, составленную на основе данных спутников, наземных радаров и результатов бурения. Под Сахарой залегает не один горизонт, а несколько слоев на разных глубинах. Самый верхний, от 5 до 50 метров, содержит относительно молодую воду возрастом от 5 до 10 тысяч лет. Средний горизонт на глубине от 50 до 300 метров содержит воду возрастом от 20 до 75 тысяч лет. Нижний горизонт, залегающий глубже 300 метров, содержит воду, которой более 100 тысяч лет. Суммарный объем воды во всех горизонтах около 150 тысяч кубических километров. Это больше, чем весь годовой сток всех рек планеты за 70 лет. Под мертвой пустыней скрыт крупнейший пресноводный резервуар Земли. Ливия, Алжир и Египет уже качают эту воду для орошения. Ливийский проект «Великая рукотворная река», начатый в 1984-м, перекачивает около 6,5 миллионов кубометров воды в сутки из подземных горизонтов на север страны. Ученые предупреждают, горизонты не восполняются, потому что дождей над Сахарой нет. Это вода из прошлого, и ее запасы конечные. Но вода не единственное, что скрыто под песком. В 2018-м египетские геофизики, работавшие в районе западной пустыни с аппаратурой для поиска нефти, зафиксировали под слоем песка и известняка на глубине от 8 до 15 метров протяженные горизонтальные полости. Форма полостей была слишком правильной для природных образований. Прямые участки длиной от 100 до 300 метров, соединенные под прямыми углами. Геофизики передали данные археологам. Те провели пробные раскопки в 3 точках и в каждой вскрыли одно и то же — тоннели, облицованные плоскими каменными плитами с потолком высотой около 1,5 метров.
Тоннели были явно рукотворными. Возраст облицовочных плит по оптически стимулированной люминесценции составил от 7 до 9 тысяч лет. Кто и зачем строил подземные ходы в центре западной пустыни 9 тысяч лет назад? Ответа нет до сих пор. Одна из версий. Тоннели служили для транспортировки воды из подземных горизонтов к поверхности. Система аналогичная персидским киризам, только на 3000 лет старше самых древних известных киризов. Другая версия, которую осторожно высказывают некоторые археологи, тоннели соединяли подземные жилые пространства, и часть населения Древней Сахары жила под землей в периоды, когда поверхность становилась слишком жаркой. Обе версии объединяет одно. Они предполагают существование организованного общества с инженерными знаниями там, где официальная история не предполагает никакого общества вообще. Под песками Сахары похоронены реки, которые были больше Амазонки. Это не метафора, а это результат прямых измерений. Радарные данные со спутников показывают русло шириной от 3 до 8 километров с глубиной вреза от 20 до 60 метров. Для сравнения, максимальная ширина Амазонки в сезон дождей составляет около 50 километров, но средняя ширина главного русла около 3-5 километров. Подземные реки Сахары в период своего существования были сопоставимы с крупнейшими водными артериями планеты. Самая большая из них получила название палеорека Тафаса-Сет. Ее русло тянется от гор Ахагар в Алжире через Нигер и Чад до впадины, где когда-то находилось озеро Мегачад, расстояние около 2500 километров. Ширина русла в нижнем течении достигает 7 километров. Французский геоморфолог Жан-Луи Гунин картировал это русло с воздуха в 1993 и обнаружил, что его берега сложены галечником, окатанными речными камнями, которые формируются только при мощном постоянном течении на протяжении тысячелетий. Галечник лежит прямо под тонким слоем песка, в некоторых местах выходя на поверхность. В 2006-м британский географ Ник Дрейк опубликовал исследование еще одной палеореки – системы Вади-Хауар в Судане. Эта река текла с гор Дарфура на север и впадала в Нил примерно там, где сейчас находится граница Судана и Египта. Длина русла – около 1100 километров. Ширина поймы в среднем течении – до 15 километров. Дрейк нашел вдоль берегов этой реки следы более 100 поселений, датированных периодом от 8 до 4000 лет назад. Плотность поселений на единицу береговой линии превышала аналогичный показатель для раннединастического Египта. Люди жили здесь гуще, чем на берегах Нила в эпоху строительства пирамид. Другая система, палеорека Ирхархар, берет начало в горах Тибести в Чаде и уходит на север в сторону Средиземного моря. Ее русло пересекает территории Ливии и Туниса. Общая длина около 3000 километров. Эта река не просто текла, она периодически оживала. Геологи выявили как минимум 5 отдельных периодов активного течения за последние 200 тысяч лет, последний из которых завершился около 5000 лет назад. Каждый раз, когда климат становился влажнее, Ирхархар наполнялась водой и снова становилась судоходной. На берегах именно этой реки в 2014-м тунисские геологи нашли нечто совершенно неожиданное. Отполированные каменные блоки правильной прямоугольной формы, лежащие на дне высохшего русла. Блоки весили от 2 до 8 тонн каждый. Поверхность блоков была обработана с точностью, недостижимой без металлических инструментов. Возраст по люминесцентному анализу окружающих отложений около 6000 лет. Откуда они взялись, как были обработаны и для чего предназначались? Официального ответа нет. Самая загадочная из всех подземных рек Сахары была открыта не геологами, а случайно, при строительстве нефтепровода в Алжире в 1988. Экскаваторы вскрыли слой влажного песка на глубине 8 метров, а затем открытый водоток. Вода текла. Не стояла, не сочилась, именно текла со скоростью около полуметра в секунду в абсолютной темноте под многометровой толщей сухого песка. Строители остановили работы, вызвали гидрологов. Те измерили расход воды – около 12 кубометров в секунду. Для сравнения, это примерно половина расхода Москвы-реки в черте города. Источник этого потока и место его конечного назначения установить не удалось. Водоток уходил в обе стороны, в непроходимые для людей узкие каналы в скальном основании. Пробы воды показали возраст около 20 тысяч лет по изотопному анализу. Вода 20-тысячелетней давности текла под Сахарой в конце 20 века, и никто не знал куда. Когда алжирские гидрологи взяли пробы воды из подземного потока, обнаруженного при строительстве нефтепровода, они ожидали найти стерильную воду без признаков жизни. 20 тысяч лет изоляции под песком, без света, без поверхностного питания, казалось, ничто живое там существовать не может. Анализ показал обратное. В воде кишели микроорганизмы, бактерии, архибактерии, одноклеточные водоросли, которые никогда не видели солнечного света и не нуждались в нем. Они питались химической энергией минералов, растворенных в воде, и образовывали замкнутую экосистему в полной темноте на глубине 8 метров под Сахарой. Это открытие не было случайным исключением.
В 2010-м южноафриканские микробиологи систематизировали данные по подземным экосистемам Африки и обнаружили, что под Сахарой существует одна из богатейших подземных биосфер на планете. В образцах воды из скважин по всей пустыне, от Марокко до Судана, они выявили более 800 видов микроорганизмов, из которых около 300 ранее науке не были известны. Некоторые из этих организмов существуют в условиях, которые считались несовместимыми с жизнью. Температура воды в глубоких горизонтах достигает 60 градусов, давление в несколько раз превышает атмосферное, а кислорода практически нет. Но подземная жизнь Сахары не ограничивается микробами. В 2003-м французские зоологи, исследовавшие систему пещер Ахагар, обнаружили там слепых рыб. Не окаменелости, живых рыб длиной от 5 до 12 сантиметров, полностью депигментированных, с редуцированными глазами, покрытыми тонкой кожей. Они плавали в подземных озерах с абсолютно прозрачной водой на глубине около 40 метров. Генетический анализ показал, ближайшие родственники этих рыб живут в реках Западной Африки, в бассейне реки Нигер. Популяции разделились не менее 5000 лет назад, именно тогда, когда поверхностные реки Сахары начали пересыхать. Часть рыб ушла под землю и выжила. В тех же пещерах нашли слепых раков и несколько видов слепых жуков. Все они принадлежали к родам, чьи зрячие родственники обитают в тропической Африке. Эволюция в темноте шла по одному сценарию: утрата пигментации, редукция глаз, увеличение чувствительных усиков и боковой линии. Подземная Сахара создала собственный эволюционный котел, в котором за 5000 лет сформировались уникальные виды, не существующие больше нигде на планете. В 2023-м марокканские биологи сделали находку, которая вышла за рамки зоологии. В подземном водоеме на глубине 60 метров в районе Анти-Атлас они обнаружили колонии бактерий, образующих биопленки на стенах пещеры. Это само по себе не удивительно. Удивительным было другое. Биопленки имели правильную слоистую структуру с чередованием темных и светлых полос. Темные полосы содержали высокую концентрацию марганца, светлые — кальция. Ритм чередования полос составлял примерно 1 год. Колония вела своеобразный биологический календарь, реагируя на сезонные изменения химического состава воды, просачивающейся сверху. В полной темноте, без солнца, живые организмы отсчитывали годы. Самое необъяснимое обнаружили в 2018-м в скважине на юге Ливии. На глубине 170 метров из водоносного горизонта подняли образец воды с необычно высоким содержанием органических соединений. Химический анализ выявил молекулы, характерные для продуктов жизнедеятельности крупных многоклеточных организмов, не бактерий, а чего-то значительно более сложного. Концентрация этих молекул указывала на активный биологический процесс, происходящий прямо сейчас. Какой именно организм их производит, установить не удалось. Повторная скважина в 100 метрах от первой дала тот же результат. Третья скважина, пробуренная в 2 километрах. Тоже. Источник органики распределен по площади как минимум в несколько квадратных километров на глубине 170 метров. Под Сахарой что-то живет, и это что-то достаточно крупное, чтобы оставлять химические следы в масштабах, сопоставимых с небольшим лесом. В 2016-м марокканский археолог Абдеррахим Лахмали получил разрешение на раскопки в районе, который местные туареги называли местом забытых камней. Координаты этого места передавались в племени устно на протяжении поколений. Туареги знали, что там что-то есть, но сами никогда не копали. Лахмали снял верхний слой песка толщиной около 2 метров на участке 50 на 50 метров и вскрыл мощеную площадь из плоских известняковых плит. Плиты были уложены с точностью, при которой зазор между ними не превышал 2 мм. Под несколькими плитами обнаружились керамические трубы диаметром около 20 см, фрагменты канализационной или водопроводной системы. Возраст — 8500 лет. Это не единственный след организованного строительства. В 1987-м американский геолог Роберт Шох, впоследствии известный своими исследованиями возраста сфинкса, работал в западной пустыне Египта и зафиксировал следы водной эрозии на вертикальных скальных поверхностях на высоте около 3 метров от уровня земли. Характер эрозии однозначно указывал на длительное воздействие проточной воды. Не дождей, а именно потока. Шох интерпретировал это как следы берегов древней реки. Но геометрия эрозионных следов была слишком равномерной для природного русла. Она больше напоминала следы воды в искусственном канале. В 2020-м спутниковые снимки сверхвысокого разрешения, рассекреченные американским агентством геопространственной разведки, были переданы группе археологов из нескольких университетов. На снимках центральной части Ливийской пустыни аналитики выявили под слоем песка регулярную сетку линий с шагом около 200 метров, покрывающую площадь около 3000 квадратных километров. Линии шли строго по сторонам света — север-юг и восток-запад. Природных процессов, способных создать такую структуру на такой площади, не существует. Это либо система ирригационных каналов, либо разбивка территории под сельскохозяйственные угодья.
Наземная проверка в 4 точках подтвердила, под линиями находятся заглубленные в грунт каменные бордюры высотой от 30 до 50 сантиметров. 3000 квадратных километров организованного землепользования – это площадь, сопоставимая с площадью современного Люксембурга. Чтобы разбить и поддерживать такую систему, необходима централизованная власть, инженерные знания и значительное население. По самым консервативным расчетам демографов, подобная ирригационная система могла прокормить от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Это сопоставимо с населением Древнего Египта в эпоху Среднего Царства. В 2022 в Мавритании при прокладке дороги строители наткнулись на каменную стелу высотой около 1,5 метров. На ее поверхности были выбиты знаки, не рисунки, а именно знаки, повторяющиеся символы, расположенные в строке. Французский лингвист Жан-Пьер Абен, специализирующийся на протописьменностях, изучил стелу и заявил, что структура знаков соответствует критериям письменной системы: наличие повторяющихся элементов, линейное расположение, вариативность сочетаний. Возраст стелы по анализу поверхностного выветривания камня около 7000 лет. Расшифровать знаки не удалось, они не соответствуют ни одной известной протописьменности. Но сам факт их существования означает, люди, жившие в Сахаре 7000 лет назад, фиксировали информацию в знаковой форме за 4000 лет до появления египетских иероглифов. Все эти находки разбросаны по территории от Атлантики до Нила, от Средиземного моря до Сахеля. Их объединяет один временной коридор от 12 до 5000 лет назад и один уровень технологической сложности, несовместимый с образом примитивных охотников-собирателей. Мощеные площади, водопроводные трубы, ирригационные сети на 1000 квадратных километров, письменные знаки, астрономические сооружения – все это признаки не просто развитого общества, а цивилизации в полном смысле слова. Цивилизации, которая существовала на территории нынешней Сахары и была стерта с поверхности Земли не войной и не катастрофой, а медленным, но необратимым изменением климата, похоронившим ее под миллиардами тонн песка. В 2023-м египетский геофизик Ахмад Фарид подал в отставку из Каирского университета после того, как его доклад на международной конференции в Женеве был снят с программы за 12 часов до выступления. Фарид провел 8 лет, сопоставляя данные радарного зондирования, результаты бурения и архивные материалы из закрытых фондов Египетского министерства нефти. Его вывод был простым и разрушительным для академической истории. Под Сахарой находятся остатки урбанистической структуры, сопоставимые по площади с территорией современной Франции. Ни отдельные поселения, ни разрозненные стоянки, единая связанная система населенных пунктов, соединенных дорогами и каналами, существовавшая одновременно на протяжении не менее 2000 лет. Фарид опубликовал доклад самостоятельно через академическую сеть открытого доступа. За первые 3 суток его скачали более 120 тысяч раз. Официальной реакции от египетских научных институтов не последовало. Ни опровержения, ни подтверждения. Тишина оказалась красноречивее любого ответа. Проблема не в том, что доказательств мало. Проблема в том, что их слишком много, и они указывают в одном направлении. Если принять всю совокупность данных, спутниковые снимки, результаты бурения, радиоуглеродные датировки, генетику, гидрологию, археологические находки, то придется признать, история человеческой цивилизации начинается не в Месопотамии и не в долине Нила. Она начинается на несколько тысяч лет раньше в регионе, который сегодня выглядит абсолютно непригодным для жизни. Это переписывает не отдельную страницу, это переписывает всю книгу. Возраст древнейших известных городов Месопотамии около 6000 лет. Данные из Сахары указывают на организованное городское существование, которое старше на 2-3 тысячи лет. Если сахарская цивилизация действительно предшествовала шумерской, возникает вопрос о преемственности. Не принесли ли беженцы из умирающей Сахары в Месопотамию и Египет уже готовые знания о земледелии, ирригации, строительстве и письме, знания, которые там внезапно появились как будто из ниоткуда. Шумерские тексты описывают некую страну, откуда пришли первые люди, место с реками, садами и великими городами, которое было уничтожено и ушло под землю. Египетские и жреческие тексты упоминают время до времени, эпоху, предшествующую известной истории, когда боги жили на земле среди людей в стране с зелеными полями и бесчисленными водами. Греческий философ Платон описал Атлантиду как высокоразвитую цивилизацию, погибшую в результате катастрофы. Большинство исследователей искали Атлантиду в океане. Но если убрать воду из уравнения и заменить ее песком, описание идеально совпадает с тем, что находится под Сахарой. Это не значит, что Атлантида буквально находится под Сахарой. Это значит, что у разных древних культур существовала общая память о потерянном мире. И этот мир, возможно, был реальным. Не мифом, не символом, а конкретным местом с конкретными людьми, которые построили города, прорыли каналы, составили письменные знаки и умерли, когда их мир стал пустыней. Самое тяжелое в этой истории – скорость. Климатические модели, построенные на основе кернов льда и озерных отложений, показывают, переход от зеленой Сахары к современной пустыне в финальной фазе занял около 100 лет.
100 лет, ваше это 3-4 поколения. Люди, родившиеся у рек, умирали в пустыне. Их дети видели, как высыхают последние озера. Внуки шли пешком через умирающую землю к Нилу, неся с собой все, что успели взять. Навыки, память, знания. И именно тогда, около 5000 лет назад, на берегах Нила внезапно, словно из ниоткуда, возникла одна из величайших цивилизаций в истории человечества. В 2024 группа из 17 ученых из 9 стран подписала совместное заявление, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews. В заявлении прямо говорилось, накопленные данные по подсахарскому региону требуют пересмотра базовой хронологии человеческой цивилизации. Это не маргинальная группа энтузиастов, да среди подписантов были представители Оксфорда, Сорбонны, Каирского университета и Института археологии Германии. Академический мир впервые официально признал, что вопрос существует и требует ответа. Ответ на вопрос, заданный в начале, звучит так. 8-й континент под Сахарой существует. Не в смысле тектонической плиты, в смысле отдельного обитаемого мира со своей географией, биосферой, гидрологией и цивилизацией. Он не исчез. Он лежит там же, где лежал 10 тысяч лет назад. Просто сверху его накрыло песком. Площадь этого скрытого мира около 9 миллионов квадратных километров. Это больше, чем площадь Австралии. Под ним хранится крупнейший запас пресной воды на планете. В его недрах живут организмы, неизвестные науке. На его дне лежат города, дороги, каналы и письменные знаки народа, который не оставил потомков, но, возможно, оставил знания. Тем, кто добрался до Нила. Сахара Мысая не вечная пустыня. Это временное состояние. Климатические циклы, которые превратили ее в пустыню 11 тысяч лет назад после влажного периода, работают в обе стороны. По расчетам климатологов Потсдамского института, следующий влажный период для Северной Африки начнется примерно через 15 тысяч лет. Тогда дожди снова придут в Сахару, реки наполнятся водой, и из-под отступающих песков начнут появляться стены, мостовые, трубы и стелы с нечитаемыми знаками. Следующие люди, которые их найдут, будут задавать те же вопросы, что задаем сейчас мы. Но есть деталь, которая не укладывается в спокойную картину климатических циклов. В 2022 группа климатологов из Массачусетского технологического института опубликовала расчеты, согласно которым современное изменение климата, вызванное промышленными выбросами, ускоряет естественный цикл увлажнения Сахары. Если вам интересно, какие еще загадки скрывает наш мир, загляните на wideori.com. Кто знает, может, там уже приготовили ответ на вопросы, которые мы сами себе задаем. Ссылка в описании. По их модели, первые устойчивые дожди в центральных районах пустыни могут начаться не через 15 тысяч лет, а через 200, 300 лет. Это означает, что люди, которые увидят открывающиеся из-под песка руины сахарской цивилизации, могут родиться уже в этом тысячелетии. И тогда человечество окажется лицом к лицу с полным масштабом того, что было потеряно. Не несколько артефактов, не разрозненные кости в скважинах, а целый мир с улицами, площадями, водопроводом и, возможно, библиотеками. Мир, который жил, строил и думал за тысячи лет до того, как первый египетский жрец нанес первый иероглиф на первый папирус. Сахара хранила этот секрет 9 тысяч лет. Судя по тому, как быстро накапливаются данные, радары, спутники, буровые скважины, генетические анализы, ждать осталось недолго. Не 15 тысяч лет, возможно, несколько десятилетий. И когда песок наконец отступит, история человечества окажется значительно длиннее, сложнее и богаче, чем все, чему учили в школе.